привет. Меня очень часто спрашивают, что такое инновации. Принято считать то, что инновация — это какая-то принципиально новая технология или какое-то изобретение. На самом деле, в моем понимании, если изобретается что-то новое или какая-то принципиально улучшенная технология поступает на рынок, то это еще не является инновацией. В моем понимании инновация — это когда принципиально новое решение или улучшенное решение чего-либо поступает в массы, и этим могут пользоваться большое количество людей. Пример инновации, как это работает в нашей компании. Вот обратите внимание, есть изделие, находится у меня на пальце, насколько маленького размера это изделие. Сейчас я вам покажу кадр поближе. Посмотрите на изделие, посмотрите на эту точность. Мне кажется, даже камера не может нормально сфокусировать, насколько маленькое изделие. Вот таким вот образом 3D-печать позволяет изготавливать изделия прецизионной точности. Как процесс оформления заказа на конкретно это изделие выглядел для заказчика в нашей компании? Соответственно, заказчик зашел на сайт, загрузил 3D-модель, автоматически получил стоимость этого изделия, выбрал количество этих изделий, в данном случае 2 штуки, и оформил заказ. Процесс оплаты заказа ровно так же, как и в любом интернет-магазине. Есть возможность выставить счет на юридическое лицо, есть возможность оплатить банковской картой. И буквально через 3-4 дня заказчик получает готовые изделия. Сейчас эти изделия направятся непосредственно в службу доставки, и уже завтра их клиент сможет получить и использовать непосредственно в качестве восковых для литья. В данном случае упаковка очень аккуратная, потому что изделия достаточно хрупкие, они выполнены из воска, и поэтому в данном случае требуют индивидуальной упаковки. Вот таким вот способом, применяя технологии автоматизации, мы выводим существующие инновационные технологии на массовый рынок. И это, как мы считаем, и есть инновация.